Чинкви-Терре – часть побережья Итальянской ривьеры. Это небольшой заповедный регион в провинции Специя, на северо-западе страны, входящий в историческую область Лигурия. Наверное, в Италии нет другого места, которое настолько хорошо отвечало бы идеальному образу простой жизни. Пестрые домики, подобно ласточкиным гнездам, прилепились к скалистым берегам, на круто спускающихся террасах растут виноград и оливковые деревья. Нет ни единой новой постройки, о которую зацепился бы глаз, а чистейший воздух дополняет идиллию. В Чинкви-Терре, на склонах холмов, спускающихся к Средиземноморскому побережью, соседствуют 5 средневековых городов Вернаца, Монтероса, Риомаджоре, Корнилия и Манарола. Это сообщество и дало название региону. Чинкви-Терре на старинном лигурийском диалекте означает «пять земель». Название на русский язык можно перевести и как «пятиградие». Хотя деревни совсем крохотные, каждая из них обладает всеми признаками средневекового города: замками сеньоров, крепостными бастионами, готическими базиликами, рыночными площадями и плотной жилой застройкой узких улочек. Население деревень невелико, от 800 до 3500 жителей. За последние полвека посещения впечатляющего побережья Чинкви-Терре стало популярно у путешественников. Малочисленные внутренние экскурсии жителей близлежащих итальянских городов переросли в одно из ярких направлений международного туризма. Однако здесь, как и прежде, нет современных курортов с шикарными многоэтажными отелями и огромными торгово-развлекательными центрами. Чинкви-Терре – заповедная территория. 5 миниатюрных деревушек со своими патриархальными домиками под черепицей, белыми средневековыми базиликами и поросшими плющом крепостями, словно капсулы замершего времени, хранят древний лигурийский колорит. Узкие улочки ведут к морскому побережью, где на кольях развешаны сети, а на воде покачиваются лодки рыбаков. В воздухе смешиваются запахи моря и спелых маслин, ароматы винограда, горной лаванды, розмарина и тимьяна. На узких первозданных пляжах приятно понежиться в шезлонге под зонтом, понырять с маской к подводным рифам, а затем отправиться в прибрежную таверну, где предлагают простые деревенские блюда, которым обязательно подают бутылочку превосходного местного вина. Территория Чинкви-Терре была освоена уже во времена Римской империи. Плиний сообщает об укреплениях в этих краях, но сооружения римской эпохи не сохранились. А вот в пещерах на островах у побережья археологи обнаружили стоянки людей каменного века и еще более древние культурные слои возрастом до 500 тысяч лет. Наиболее ранние письменные упоминания о Чинкви-Терре встречаются в исторических хрониках, относящихся к XI столетию. В те времена эти земли принадлежали республике Генуя. На острове Пальмария генуэзцы добывали драгоценный черный мрамор с золотистыми прожилками, там сохранился карьер, а также руины домов, в которых жили горняки. Первыми укрепленными приморскими поселениями были Вернаца и Монтероса, другие деревни Риомаджоре, Корнилия и Манарола выросли позже. Местные жители занимались рыбалкой и экстремальным сельским хозяйством на неудобных горных склонах, откуда дожди нередко смывали грунт вместе с урожаем. Крестьяне из поколения в поколение укрепляли свои виноградники, огороды и садики рядами подпорных стен из каменных плит, добротно сложенных без какого-либо скрепляющего раствора. В XVI веке генуэзцы были вынуждены значительно расширить возведенные здесь форты, чтобы противостоять нападениям турецкого флота и пиратов из Северной Африки. К 1600 году крепости Чинкви-Терре утратили свое значение, изолированный горами регион пришел в упадок. Только через 250 лет эти почти заброшенные земли получили импульс к возрождению. В 70-е годы XIX века сюда проложили железную дорогу. Тем не менее, многие жители предпочитали уезжать в другие регионы страны или в поисках счастья эмигрировать за океан, в Америку. Отток людей из Чинкви-Терре продолжался до середины XX века. Они не подозревали, что беспечно отказываются от источника солидного дохода. Никто не мог предположить, что панацеей от бедности станет международный туризм,
открывший для путешественников этот чудесный уголок Италии на исходе минувшего столетия. Регион Чинкви-Терре расположен на северо-западном побережье Италии, там, где сапожок Апеннинского полуострова переходит в европейский континент. Эта местность представляет собой гряду каменистых холмов высотой в 400-800 метров, протянувшихся параллельно побережью Лигурийского моря. За холмами простирается плодородная долина реки Вара, а за ней высятся горы Апеннинского хребта. Побережье Чинкви-Терре в основном скалистое и крутое, к морю стекает несколько речушек и ручьев. Там, где холмы немного отступают от линии прибоя, образованы узкие полоски пляжей. Мыс Пунта-Веска ограничивает Чинкви-Терре на западе, к востоку регион простирается до города Портовенере. В этом приморском уголке Италии царит комфортный средиземноморский климат. Зимы мягкие и короткие, температура воздуха в январе редко опускается ниже отметки плюс 9 градусов. Летом температура воздуха колеблется в пределах от плюс 26 до плюс 32 градусов тепла, а вода у берега прогревается до плюс 26. Весной и осенью здесь бывают сильные дожди. В этот период реки переполняются и превращаются в бурные потоки, случаются наводнения и оползни грунта. В конце октября 2011 года проливные дожди вызвали катастрофические оползни в районе деревень Вернаца и Монтероса, грязевые потоки нанесли значительный ущерб, повредили здания, залили улицы, разрушили часть террас и местами размыли туристические тропы, прорезав их оврагами. Такая же катастрофа постигла побережье Чинкви-Терре и в сентябре 2012 года. Главная достопримечательность Чинкви-Терре – живописный холмистый ландшафт, гармонично дополненный рукотворными террасами, укрепленными каменными подпорными стенами. В террасы, спускающиеся к морю, насыпан слой плодородного грунта. Тысячи тонн земли, просеянные от щебня, поколения трудолюбивых крестьян из века в век приносили на собственных плечах. Террасы начинаются у самого моря и уступами поднимаются по склонам на высоту более 500 метров. Их общая длина составляет 6729 километров. На таких узких плантациях, отвоеванных у скалистых склонов, местные жители выращивают виноград, оливки, миндаль, лимоны, овощи. Многие хозяйства содержат пасеки. Террасы обращены к морю, они ориентированы на юго-запад и хорошо освещены в течение дня. С палубы прогулочного катера открывается изумительная панорама спланированных холмов, словно бы увитых нарядными зелеными лентами. В 1997 году эксперты ЮНЕСКО внесли уникальный культурный ландшафт Чинкви-Терре в список всемирного наследия человечества. Здесь создан национальный парк, занимающий 3860 гектаров. Это единственный в Европе парк, ориентированный на защиту рукотворной ландшафтной среды. У побережья учреждена охраняемая морская акватория, в которую включены 3 острова Пальмерия, Тина и совсем крохотный Тинета. С 2008 года в акваторию Чинкви-Терре разрешено заплывать только парусникам и небольшим моторным судам, двигатели которых работают исключительно на биотопливе. Якоря на дно бросать запрещено. Кроме 5 поселков, в заповедную территорию включен город Портовенере, также внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Монтероса – самый западный город Чинкви-Терре. Он окружен виноградниками и оливковыми рощами. Здесь вы найдете прекрасные пляжи с кристально чистой водой. В центре города сохранились руины стен и 3 башни средневекового замка. На побережье высится сторожевая башня Авроры, возведенная генуэзцами. Здесь можно осмотреть готическую базилику Сан-Джованни-Батиста, построенную в конце XIII века. Тут хорошо сохранились средневековые фрески. Колокольней этой церкви служит одна из сторожевых башен замка. В городе есть несколько церквей, выстроенных в стиле барокко. На окраине Монтероса стоит монастырь капуцинов. Среди картин, украшающих его интерьеры, выделяется распятие кисти Ван Дейка. Над Монтероса виднеется церковь Богородицы, выстроенная в романском стиле. К городским достопримечательностям относится гигантская статуя Нептуна.
В 1910 году ее отлил из бетона известный итальянский скульптор Арриго Минерби. Высота статуи 14 метров, а весит она 170 тонн. Символ деревни Вернаца — башня Кастелло Дария. Ниже по склону гавань охраняет генуэзский бастион Белфорти. Разноцветные домики города Манаролы окружают средневековую крепость. Самая древняя из церквей Манаролы – базилика Сан-Лоренцо, украшенная розетками и барельефами из каррарского мрамора. Самая маленькая деревня Чинкви-Терре – Корнилья. Она возвышается над морем на самом кончике 100-метрового скалистого мыса. История деревни восходит к римским временам, название происходит от аристократического рода Корнелиев, владевшего этой землей. С верхней площадки средневековой генуэзской башни открывается прекрасный вид на весь национальный парк Чинкви-Терре. Красивые фото можно сделать из панорамной террасы Санта-Мария. Этот променад некогда вел к небольшой старинной церкви, которая 200 лет назад рухнула в море во время землетрясения. В готической церкви Сан-Пьетро можно послушать органную музыку и полюбоваться окнами, украшенными витражами из цветного стекла. На востоке череду деревень Чинкви-Терре замыкает приморский город Риомаджоре. Его исторический центр сложился в XIII веке. По местному преданию, деревню основали греческие христиане, бежавшие из Византии от репрессий священников-иконоборцев в VIII столетии. В городе много архитектурных памятников, среди них средневековый замок маркизов Туркоти, приходская церковь Сан-Джованни-Батиста, несколько базилик. Новый район с железнодорожным вокзалом появился в позапрошлом столетии, когда сюда протянулись рельсы магистрали Генуя-Пиза. Изюминка Чинкви-Терре – пешие маршруты по заповеднику. На картах обозначены дорожки, обходные пути, туалеты, а также места, оборудованные для отдыха и пикников. Обязательно указываются расстояние и сложность маршрутов. Прогулочные дорожки безопасны и хорошо обустроены, в опасных местах установлены ограждения и предупредительные знаки. Тут нередко можно встретить и молодых родителей с малышами в рюкзаках, и бодрых пенсионеров с палочками. Впрочем, походные палки, как и удобная спортивная обувь, здесь в моде. Наиболее популярный 10-километровый пешеходный маршрут обозначен на карте национального парка Чинкви-Терре как «Голубой путь». Он проложен вдоль морского побережья на высоте нескольких десятков метров. Эта дорожка начинается в Риомаджоре и петляет по склонам, связывая все 5 городов Чинкви-Терре. Путь разделен на 4 отрезка, самый известный из них является и самым коротким. Он приводит от Риомаджоре к Манароле и носит романтическое название «Тропа любви». Любопытно, что эту удобную дорогу протоптали по скалам вовсе не местные Ромео и Джульетта, а кирками и лопатами проложили итальянские железнодорожники в 1926 году для перемещения строительных бригад, укладывавших новый отрезок полотна. Примерно в середине тропы можно обнаружить уютный бар. Прохладительные напитки, коктейли и фрукты выносят на открытую веранду с видом на лазурное Средиземное море. Следующий участок променада тянется от Манаролы в Корнилью. Дойдя до железнодорожного туннеля, вы увидите развилку. Выбирайте, повернуть вниз, к пляжу, и провести пару часов у моря, или продолжить намеченный путь по мощенной камнем дорожке, карабкающейся вверх мимо старинного кладбища. Этот этап похода заканчивается у подножия Лордаринской лестницы, ведущей в Корнилью. Домики этой деревни возведены в центре Чинкви-Терре на обрывистой 100-метровой скале, так что прибрежной эту деревню не назовешь. Зато отсюда открываются широкие панорамы Лигурийского моря. В каменной лестнице насчитывается 382 ступени, еще в древности высеченные в скале и расположенные змейками-серпантинами. Спуститься из Корнилии на пляж можно за четверть часа, но восхождение довольно утомительное. Местные гиды утверждают, это все равно, что пешком подняться на 76-й этаж небоскреба. Отдышавшись в Корнилии, пополните здесь запасы продуктов и напитков, а затем продолжайте путь до Вернацы. Дорога ведет через мост, под которым журчит река Рио-де-ла-Гропа. Миновав стены замка Касса-Затера,
Тропа углубляется в оливковую рощу, растущую на террасах. Здесь ответвляется тропинка, ведущая вверх к замку Каса-Форначи. Далее, в долине, оборудованы площадки для пикников. Уместно напомнить, что вместе с продуктами нужно прихватить пакет для мусора, который следует унести из зоны отдыха. После плавного подъема тропа приводит к смотровой площадке, устроенной на высоте 208 метров над уровнем моря. Отсюда начинается спуск по лестнице, переходящей в тропу, вьющуюся среди виноградных шпалер и оливковых деревьев. Дорога приведет вас в Вернацу. Здесь начинается наиболее крутой финишный отрезок перехода. В поле зрения путешественников живописное побережье Миссарана. Здесь на каждом шагу встречаются удобные точки для пейзажных фото. Тропинка проходит через арку и направляется вверх. Большую часть пути вы пройдете на высоте 150-200 метров, обозревая виноградники, рощи олив и лимонов, мерцающие морские просторы. Эта часть побережья Чинкви-Терре называется Коста-Линара. Дорогу пересекает широкая ложбина, по которой течет река. Крутые склоны ее берегов укреплены террасами с виноградниками. Ложбину пересекает пешеходный мост. Отсюда видно, как поток воды вдали резко обрывается. Там с утеса низвергается водопад, но его можно увидеть только с моря. За мостом тропа вскоре переходит в расходящиеся крутые лесенки. Одна из них ведет к площади Гарибальди в городке Монтероса, другая же, та что левее, приведет вас к скале Корона, за которой простирается замечательный песчаный пляж. Следует заметить, что из любой деревни можно вернуться в гостиницу на поезде, если переход вас утомит или погода испортится. Пляжный сезон на побережье Чинкви-Терре длится с начала мая до середины октября. Скалистая береговая линия изрезана множеством бухточек с миниатюрными дикими пляжами, но по большей части они доступны только с воды. Удобный песчаный берег расположен в районе Монтероса. Каменистые или галечные пляжи обустроены поблизости от Корнилии и Риомаджоре. Все они неплохо оборудованы пляжными принадлежностями, но в высокий сезон найти свободный лежак непросто. В Корнилии 3 галечных пляжа. Один из них легендарный пляж Гивона, скрытый в уединенной скалистой бухте. С суши пляж практически недоступен. Тропинки, проходящие по отвесным склонам, разрушены оползнями, и ходить по ним очень рискованно. После крупного обвала в 2012 году эти осыпавшиеся тропы официально закрыты для прохода. А еще сюда ведет мрачный заброшенный 1,5-километровый туннель, некогда пробитый в скалах для старой железной дороги. Этот проход с 2016 года также закрыт для туристов. Безопасно заплыть в бухту можно только с моря. Это великолепное местечко в 70-е годы 20 века облюбовали хиппи. Раскрепощенная молодежь превратила скрытое от посторонних глаз побережье в автономную территорию космополитической общины хиппи, съезжавшихся сюда со всей Европы и даже из США. Здесь царили вольные нравы, и благопристойные сельские жители Чинкви-Терре в ужасе сплетничали о нудистах и наркоманах, заполнивших пляж Гивона. Рассказывают, что разгневанные мужчины Корнилии однажды ночью высадили с лодок десант и устроили эпическую битву с длинноволосыми пришельцами. Но все это давно ушло в прошлое, остались лишь романтические предания. Добраться до пляжа можно на лодке, арендованной в марине Корнилии. Один из пляжей в Вернаце расположен в 2 шагах от железнодорожного вокзала. Побережье в небольшой бухте покрыто галькой, сглаженной прибоем, есть песчаные участки. На пляже обустроены душ, туалет, предлагаются шезлонги. Еще один недавно оборудованный пляж вы найдете с противоположной стороны города. От жары здесь можно укрыться в гроте, вымытом волнами в скале. Небольшой очаровательный пляж расположен к востоку от Риомаджоре. От железнодорожной станции к деревне ведет пешеходный туннель, за ним к пляжу приведут указатели. На этом каменистом пляже много больших валунов, покрытые водорослями скользкие камни, есть и в море у линии прибоя. Будьте осторожны, заходя в воду. Здесь можно поплавать с маской, рассматривая каменистые подводные пейзажи.
На побережье у Монтероса оборудованы прекрасные песчаные пляжи. Самый большой из них пляж Феджино, он находится поблизости железнодорожной станции в новой части города. Зонтики и шезлонги выдаются на прокат. Пройдите вдоль набережной налево от станции, через туннель вы попадете в старый город. Здесь расположен еще один просторный пляж Монтероса. Часть побережья оборудована платными шезлонгами, остальная территория представляет собой бесплатный необорудованный пляж. На причалах можно арендовать лодку для морской прогулки. На поезде можно добраться до пляжей за пределами Чинкви-Терре, расположенных в соседних городах, например, в Леванто. Поезд от Монтероса до Леванто идет всего 5 минут. Здесь на берегу обширной бухты располагается большой городской пляж. На его территории есть дайвинг-центр с прокатом инвентаря, есть возможность арендовать спортивные каноэ и байдарки, прогулочные лодки. Чистое песчаное дно тут пологое, это безопасное место для маленьких пляжников. Очень популярен местный клуб серфинга. Километровое песчаное побережье Леванто считается одним из лучших в Италии мест для серфинга. В ветреные дни высота волн здесь достигает 4 метров. Отличным семейным развлечением станет морская прогулка на борту небольшого теплохода. С расписанием движения кораблей можно ознакомиться в центрах информации для туристов или прямо на причалах. В морской акватории Чинкви-Терре выделено более 2 десятков локаций для подводного плавания. Дайвинг-центры с прокатом аквалангов и школами дайверов всех уровней расположены в Риомаджоре, Монтероса и в соседнем Леванто. В Леванто ежегодно 23-25 июля проводится трехдневный праздник моря с красочными фейерверками. Не менее зрелищные салюты в море устраиваются 14 августа в акватории Монтероса. Туристам в Чинкви-Терре скучать не придется. Как минимум раз в неделю в одной из деревень устраивается празднество, посвященное святым покровителям, историческим событиям. Поводом повеселиться становятся и кулинарные фестивали, в центре внимания анчоусы, оливковое масло или виноградное вино. А на фестивале Сегре де Лимоне вы с изумлением узнаете, как много вкусных блюд можно приготовить с лимонами. Часто в деревнях национального парка устраиваются музыкальные фестивали. Знаковое событие — фестиваль бандистика. В начале сентября сюда съезжаются самые популярные музыканты и эстрадные певцы со всей Италии. Хорошие аутентичные сувениры из путешествия по взгорьям Чинкви-Терре – это баночка лавандового меда и бутылка душистого оливкового масла. Деревенские хозяйки делают вкусные лимоны и джемы, и варенье из собственных цитрусов. Пусть ваши друзья попробуют вино Чинкви-Терре, изготовленное на местной винодельне. Такие подарки можно купить на рынках. Охоту за товарами известных итальянских брендов можно устроить в бутиках и торговых центрах близлежащих городов, куда поездка на поезде займет не более получаса. В местной кухне используются морепродукты, маслины, виноград, свежие пряные травы. Несмотря на то, что деревни располагаются буквально в 2 шагах друг от друга, каждая из них славится собственными кулинарными изысками. В Корнилии делают очень вкусное мороженое, здесь можно попробовать деревенский рисовый пирог, запеченный с сыром и отварными яйцами. В Вернаце пекут самую вкусную пиццу, здесь же готовят и необыкновенные торты из каштановой муки. Фирменные блюда Риомаджоре — соленые анчоусы и фаршированные моллюски. В Чинкви-Терре производится несколько марок вин из местных сортов винограда. Виноград перед отжимом сока некоторое время провяливают на солнце. В результате получается сладкое золотисто-янтарное вино с медовым запахом и миндальным послевкусием. К этому вину подают сыр, десерты, мороженое, фрукты. Кроме того, здесь производят граппу, вкусные лимоны и ликеры и несколько разновидностей крепкого напитка, по вкусу и цвету напоминающего выдержанный коньяк. В Леванто в конце мая организуется однодневный кулинарный тур по тратториям окрестных деревень. В каждом поселке хозяйки готовят для гостей оригинальные блюда, дегустация сопровождается выступлениями музыкантов и продажей сувениров.
В основном туристы останавливаются в гостиницах двух городов у западной и восточной границ национального парка Порто-Венери и Специи. Здесь выбор отелей очень большой, есть много ресторанов и ночных развлечений. Но и в деревнях Чинкви-Терре есть более 300 небольших гостиниц, апартаментов и уютных гостевых домов с несколькими номерами. Местные жители охотно сдают туристам квартиры. Въезд автотранспорта на территорию заповедника Чинкви-Терре ограничен, а кое-где и вовсе запрещен. Например, в деревне въезд разрешен только автомобилям местных жителей и транспорту коммунальных служб. Стоянки для машин туристов располагаются далеко от городской черты. Обратите внимание на цвет разметочных линий на стоянках. Белые линии означают бесплатную парковку, синие – платную. Найти место для машины часто просто нереально. Штраф за парковку в неотведенном для этого месте составляет 38 евро. Его непременно выпишут, как только вы выйдете из машины, полицейские наблюдают за дорогами через видеокамеры. Если путешествуете по Италии на автомобиле, советуем оставить машину на стоянке в Специи или Леванто и продолжить путь на местном поезде. Все деревни Чинкви-Терре связаны железнодорожным сообщением. Расстояние между станциями составляет всего несколько километров. Интервал движения поездов 15-20 минут. Удобно пользоваться универсальной карточкой Cinqueterre Train Card. Она дает возможность проезда на поезде и на экологичном транспорте в национальном парке. Количество поездок не ограничено. В стоимость включен вход на пешеходные тропы парка, вход во все музеи и пользование сетью Wi-Fi. В заповеднике существуют дорожки, предназначенные для горных велосипедов. Отправной пункт велоэкскурсии располагается у базилики Мадонна ди Монтенегро, стоящей над деревней Риомаджоре. От железнодорожной станции туда можно подняться пешком или доехать на микроавтобусе заповедника. Там же есть пункт проката велосипедов. Такие пункты вы найдете и возле Моноролы, а также на всех станциях железной дороги. С Чинкви-карт можно пользоваться велосипедом бесплатно в течение 3 часов. Добраться до Чинкви-Терре можно, долетев до одного из крупных городов Италии, имеющих прямое железнодорожное сообщение с городом Специей, откуда местные поезда направляются в деревни национального парка Чинкви-Терре. Ближайшие к заповеднику аэропорты расположены в Пизе и Генуе. Если вы отдыхаете на севере Италии, поинтересуйтесь однодневными экскурсиями в заповедник Чинкви-Терре. Такие поездки на автобусах или поездах регулярно организуются для гостей, приехавших в близлежащие города Геную, Пизу, Флоренцию, Милан, Портофино и другие.